Глава 546. Священная первородная плита. Пока Хань Ли чувствовал недоумение от комментариев водяного дракона, Фэн Си засмеялся и сказал: «Я слышал, что несколько лет назад, когда брат У защищал брата Гуя во время трансформации, несколько человеческих культиваторов начали атаковать его. Хотя тебе удалось отразить их нападение, ты все равно был немного ранен. Неужели из-за этой битвы твой клан водяных драконов решил участвовать в атаке на людей? Твой клан всегда ставил собственную безопасность превыше всего. В те годы культиваторы этого острова были слишком высокомерны. Они нагло считали, что моря принадлежали им. Они даже приравнивали нас, демонических культиваторов, прошедших стадию метаморфозы, к низкоранговым демоническим зверям, которые еще не сбросили свое демоническое тело. Они сами напросились, чтобы их уничтожили. Моя ситуация была всего лишь одним из многих факторов, послуживших отправной точкой для этой атаки». Сказав это, ядовитый водяной дракон остановился на мгновение, а затем добавил: «Но самое главное было то, что люди напали на львиного дракона 7-го ранга из клана монархов невероятных глубин. В результате преподобный лорд Львиный дракон разгневался и призвал мириады демонов, чтобы они атаковали острова людей. Причина, по которой мой клан водяного дракона оказал им помощь, заключалась не в приказе львиного дракона, а скорее для защиты священной первородной плиты, которая передавалась из поколения в поколение. Люди убили львиного дракона и забрали ее. Хотя она была сильно повреждена и не обладала своей первоначальной ценностью, этот предмет постоянно находился внутри нашего клана. Мы не могли позволить попасть ей в руки человека». Сказав это, ядовитый дракон кинул на Хань Ли быстрый взгляд. Лицо Фэн Си дрогнуло, и он со странной улыбкой посмотрел на водяного дракона. «Я слышал, что львиный дракон был убит, но ничего не слышал о священной первородной плите. Неужели без нее львиные драконы не могут оставаться монархами невероятных глубин? Неужели клан водяных драконов хочет их уничтожить? Я мало что знаю об этом. В конце концов, я никогда не интересовался внутренними делами клана. Однако меня очень интересуют 3 древние секретные техники, записанные на священной первородной плите. Я слышал, что мощь этих древних секретных техник просто невероятная. К сожалению, эти методы уже давно повреждены, и восстановить их невозможно». Лицо водяного дракона изменилось от волнения до сожаления. Черепаходемон вдруг рассмеялся и сказал: «Хе-хе. Брат очень жадный. Эти древние секретные техники — просто легенды. Я не верю, что есть техники сильнее, чем врожденные способности твоего клана». Когда водяной дракон услышал это, на его лице появилась гордость. «Возможно. Искусство драконификации моего клана способно превращать водяных драконов в настоящих драконов при культивации до самого глубокого уровня. Поэтому, естественно, что это высшее искусство среди других искусств демонов». Фэн Си засмеялся, но ничего не сказал. Священная первородная плита. Услышав это, Хань Ли смог сохранить спокойное выражение, несмотря на то, что сердце его вздрогнуло. Он вдруг подумал о медной пластине, которую он недавно приобрел. На медной пластине была записана техника культивации демонических культиваторов, которая, казалось, обладал большой силой. Неужели ему удалось приобрести предмет, который обсуждали демоны? Хотя он не знал конкретных применений священной первородной плиты, он понял, что именно этот предмет был причиной всех неприятностей людей. Неужели этот темнокожий культиватор стал причиной восстания демонических зверей? Но ведь культиватор средней стадии формирования ядра не мог убить демонического зверя 7-го ранга. Но Хань Ли все это не особо волновало. Можно сказать, он сам был на волоске от смерти. Демонические звери могли убить его в любой момент, поэтому Хань Ли не мог беспокоиться о том, что было за пределами его возможностей в данной ситуации. Лучше было пока забыть об этом. В этот момент Фэн Си обратился к Хань Ли и безразлично сказал: «Господин Ли, поскольку ты недавно вступил в позднюю стадию формирования ядра, тебе следует укрепить свою культивацию. Я не хочу, чтобы ты внезапно оказался неспособным использовать магическую силу, когда мы будем изготавливать магическое сокровище. Следуй за этой световой сферой, вернись в свою комнату и продолжай культивацию». Сказав это, он щелкнул пальцами, и из кончиков его пальцев вылетела белая световая сфера, которая тут же вылетела в одну из дверей. Хань Ли ничего не оставалось, кроме как выдавить из себя улыбку и последовать за этой световой сферой. На самом деле ему действительно хотелось продолжать слушать тайные дела клана демона. Когда он вышел за пределы зала, он внезапно услышал, как Фэн Си равнодушно предупредил его: «Господину Ли не следует покидать комнату. Иначе я могу понять тебя неправильно, и тогда возникнут проблемы». 3 демонов позади него увидели, что Хань Ли замедлился, а затем безмолвно продолжил идти. Водяной дракон посмотрел на Хань Ли со странным взглядом и сказал: «Какие проблемы? Не похоже, чтобы этот малыш представлял какой-то угрозы».
Скорее, сюрприз может произойти во время создания сокровища. Фэн Си ухмыльнулся и сказал: «Расслабься. Успех грозовых крыльев зависит от нас троих. Этот человек будет просто инструментом для обеспечения древесной духовной силы дерева. Когда начнется создание сокровища, у него не будет никакого контроля. Не говоря уже о злой ци в его теле. Я хочу сказать, что он совершенно беспомощен». Черепаходемон внезапно улыбнулся и сказала: «Теперь, когда ты сказал о хаотичной злой ци в нефритовом вине. Но ведь там не может быть ничего такого. Неужели ты подстроил ему ловушку?» Фэн Си поправил серебряный шарф на голове и злобно усмехнулся: «Хе-хе. Конечно. Я дал ему специальное нефритовое вино. Злую ци фактически следует назвать дьявольской ци. В схватке с грозным культиватором дьявольского да, он использовал нечто, что создал из своего тела, что потом оставило дьявольскую ци на моем теле. От нее было довольно сложно избавиться». Когда водяной дракон и черепаходемон услышали это, они с улыбкой на лице переглянулись между собой, и их последние сомнения рассеялись. В этот момент Хань Ли следовал за белой световой сферой белого в каменную комнату. Она была обставлена более комфортно, чем предыдущая. Там был не только диван, но и стол со стульями, а также несколько горшков с редкими растениями. После того, как Хань Ли вошел в комнату, белая световая сфера внезапно растворилась. Когда Хань Ли увидел это, он тут же закрыл дверь в каменную комнату и вынул из своей одежды несколько разноцветных флагов. Он тут же расставил их по углам каменной комнаты, окутав ее небольшим ограничительным заклинанием. Оставшись без наблюдения демонических культиваторов, Хань Ли смог немного расслабиться. Хотя это ограничительное заклинание не обладало никакими защитными свойствами, оно бы подало сигнал, если бы кто-то решил наблюдать за ним. Хотя это наверняка не понравилось бы ветряному зверю, но у него не было другого выхода. С этой мыслью Хань Ли сосредоточился на самых более важных делах. Он сел на диван, скрестив ноги, и закрыл глаза. Спустя промежуток времени, который бы потребовался, чтобы выпить кружку чая, он открыл глаза с недовольным выражением на лице. Его тело было таким же, как и раньше. Не было ничего постороннего. Казалось, что демонический культиватор наврал ему, поскольку сам он не чувствовал внутри себя никакой злой ци. Хань Ли задумчиво почесал подбородок. Немного подумав, он вдруг достал предмет и, осмотрев его, нахмурился. Через 2 дня Фэн Си постучал в каменную дверь Хань Ли, а затем вошел. При виде Хань Ли у человекоподобного демонического культиватора на лице появилось довольное выражение, и он сказал: «Идем, сегодня мы будем изготавливать магическое сокровище. Господин Уй и господин Гуй уже жду тебя в комнате для создания инструмента». Затем он вывел Хань Ли из комнаты и направился в свою комнату для создания инструмента. Следуя за демоническим культиватором, Хань Ли вскоре оказался у лазурной нефритовой стены. Фэн Си без колебаний хлопнул по стену, в результате чего на ней появились арочные ворота, которые открылись в следующее мгновение. Затем демонический культиватор отошел в сторону, указывая на то, что Хань Ли должен войти первым. Хань Ли мельком взглянул на дверь и увидел, что комната светилась красным светом, и оттуда шел жар. Вскинув брови, Хань Ли вошел внутрь. После того, как он увидел, что находится внутри, у Хань Ли во взгляде появилось удивление. Хотя там стояли водяной дракон и черепаходемон, Хань Ли был удивлен увидеть огонь внутри. В центре комнаты была установлена квадратная платформа около 10 метров в диаметре. Из нее извергались алые языки пламени. Огромная комплексная формация поддерживала его. Мельком взглянув на него, Хань Ли был сильно удивлен. Поскольку он обладал некоторыми знаниями об изготовлении магических инструментов и наложению ограничительных заклинаний, он с легкостью мог сказать, насколько впечатляющим было это ограничительное заклинание. Но несмотря на то, что он не мог сразу определить уровень его сложности. 2 демонических культиватора холодно взглянули на Хань Ли, когда он вошел, а затем перестали обращать на него внимание. «Хорошо, все в сборе. Я уже объяснил принципы изготовления сокровища братьям Уйгуй. Господин Ли, тебе нужно только стоять в углу формации и обеспечивать постоянный поток древесной магической силы. Теперь, когда мы уже зашли так далеко, господину Ли лучше не шутить с нами». Сказав это, Фэн Си указал на угол и тяжелым взглядом посмотрел на Хань Ли. Глава 547. Кости молниеносной птицы Рух. Взглянув на яму земляного костра, Хань Ли ответил с горькой улыбкой: «А какая мне польза от глупых мыслей сейчас? Хорошо, что господин Ли это понимает». Хотя Фэн Си и сказал это, казалось, он не особо верил словам Хань Ли. Когда Хань Ли заметил это, ему удалось сохранить горькое выражение на его лице, но он внутренне выругался: проклятый монстр. Затем он подошел в угол комнаты и сел, скрестив ноги.
При виде того, что Хань Ли послушно сел там, где он ему и сказал, Фэн Си удовлетворительно кивнул головой и повернулся к двум демоническим культиваторам, вежливо сказав: «Братья, идемте в формацию и начинаем». Когда двое демонов услышали это, они шагнули вперед без возражений и встали на краеугольные камни формации, о которых говорилось ранее. Фэн Си слегка улыбнулся и похлопал по сумке на талии. Мешок неторопливо облетел вокруг ямы земляного огня, а затем перевернулся вверх и взорвался яркой вспышкой. Маленький серебряный шарик света постепенно увеличивался в размере и вскоре превратился в пару сверкающих белых костей от крыльев длиной около 3 метров. На одном из крыльев отсутствовала передняя половина, а другое крыло было полностью сломано. Хотя на первый взгляд эти фрагменты казались бесполезными, эти кости излучали огромное давление, которое все мгновенно почувствовали. Водяной дракон посмотрел на кости и удивленно щелкнул языком. Так это и есть крыло молниеносной птицы Рух. Хотя оно сильно повреждено, оно настоящее. Птица Рух определенно заслуживает своего звания как птицы древности. Фэн Си с лихорадочным видом уставился на кости и сказал: «Естественно». Молниеносная птица Рух умерла не в медитации. Причина, по которой ее кости были сломаны, скорее всего в том, что кто-то поймал ее в засаду и запер где-то. В противном случае, с его удивительной скоростью и кульминацией пиковой метаморфозы, он определенно смогла бы сбежать. В этот момент Хань Ли пристально взглянул на кости крыльев молниеносной птицы. Черепаха-демона, похоже, эти крылья не очень интересовали. Мельком взглянув на них, он недовольно сказал: «Давайте уже начнем. Никто не знает, сколько нам понадобится месяцев для этого». Фэн Си остановился, услышав это, но тут же вспомнил что-то и рассмеялся. «Ха-ха. Я забыл, что брат Гуй вошел в стадию метаморфозы менее 100 лет назад. Конечно, ты чувствуешь себя неловко по отношению к элементам молнии. Ну, тогда давайте не будем медлить». Водяной дракон тоже был не против начать как можно скорее. Стоит сказать, что тело демонических зверей стали постепенно высвобождать мощную демоническую ци, наполняя комнату белым, синим и желтым сиянием. Хань Ли не знал, то ли ограничительная формация активировалась демонической ци, то ли каким-то другим методом, но формация начала светиться и слегка раскачиваться. Вскоре она начала вращаться. Десятки среднеранговых духовных камней, которые окружали формацию, начали выпускать ослепительный блеск. Наблюдая за этим, Хань Ли почувствовал беспокойство. Фэн Си слегка вскрикнул и соединил ладони. Через мгновение он их разъединил и выстрелил в формацию 2 пучками белого света. После удара пучков света в формацию раздался гул, а затем земляной огонь, находившийся в центре комнаты, стал полыхать еще быстрее. Фьюх! Из ямы выстрелил язык пламени размером с человеческую голову и направился прямо к крылу. Затем пламя разорвалось и полностью окутало кость крыла. Водяной дракон и черепаходемон переглянулись между собой, подняли руки и выпустили поток нитей желтого и синего сияния. Бесчисленное количество сверкающих нитей мгновенно проникло в пламя и обернулось вокруг кости. Затем кости начали расплавляться под воздействием переплетающихся огня и нитей. Через мгновение они придали этим костям более полную форму с помощью этих духовных нитей. Наблюдая за этим, Хань Ли подумал, что шансы на успех действительно неплохи. Пока другие демонические культиваторы занимались формированием костей, в глазах Фэн Си вспыхнул странный свет. Он сделал руками странный жест, сомкнув все 10 пальцев вместе. Внезапно из каждого пальца вылетело 10 шаров белого света, которые точно приземлились на поверхность кости крыльев. В это мгновение из огня послышались раскаты грома. Поврежденные кости крыла начали искриться. Искры были чрезвычайно длинными и сверкали ярким серебряным светом. Затем они стали врезаться в синие и желтые духовные нити, сливаясь с ними. После того, как духовные нити поглотили молнию, она вспыхнула серебряным светом, подавив в одно мгновение изначальный цвет нитей. Когда Фэн Си увидел это, он торжественно топнул по земле, инициировав печать заклинания формации. Из ямы земляного огня послышался треск, а затем оттуда начали стрелять в разные стороны разноцветные огни. Одновременно с этим сияние костей крыльев превратилось в ослепительную единую точку. Хань Ли невольно прищурился. К тому времени, как его зрение вернулось в норму, над землей появился плотный, светящийся радужный барьер. Выражение лица Хань Ли замерло на мгновение, а затем он восстановил свое обычное выражение на лице. Кости белого крыла были выжжены земляным огнем внутри светового барьера, но они ничуть не изменились. При виде этого 3 демонических культиватора облегченно вздохнули. Казалось, первый этап прошел гладко, без каких-либо ошибок. Затем Фэн Си вытащил полупрозрачный, лазурный, драгоценный камень с расслабленным выражением на лице и без колебаний бросил его в световой барьер. Через мгновение жемчужина растворилась и стала полужидкой.
Фэн Си выпустил белую духовную нить и стал управлять расплавленным драгоценным камнем, равномерно покрывая им поверхность костей крыльев. Фэн Си старался быть предельно осторожным, делая это. Он пристально взглянул на двух других демонов и тихо сказал «Ветер». Затем он глубоко вздохнул и выплюнул белую полупрозрачную жемчужину, мгновенно отправив ее в световой барьер. Водяной дракон и черепаходемон не осмелились медлить и тут же выплюнули свои, а также выплеснуть свои длинные культивированные демонические ядра демона. Демонические ядра стали вращаться в воздухе, переплетаясь друг с другом. Фэн Си взмахнул рукой и ударил по своему демоническому ядру с помощью заклинательной печати, в результате чего оттуда вырвался белый пучок ядерного пламени элемента ветра. Водяной дракон и черепаходемон тоже стали выпускать из своих демонических ядер тонкое ядерное пламя. Синяя и желтая струны пламени стали переплетаться между собой, издавая треск, а затем превратились в серебряное пламя. В мгновение серебряное и белое пламя были поглощены земляным костром, в результате чего давление внутри земляного пламени сильно возросло. Как только земляное пламя наполнилось духовной энергией, оно снова окутало кости крыла и стало медленно усовершенствовать их. На лице Фэн Си появилось выражение нескрываемой радости. Он позвал демонов и сел в углу, скрестив ноги. Водяной дракон и черепаходемон последовали его примеру. Через мгновение огромная формация затихла. Хань Ли сидел тихо в своем углу, странный блеск то и дело сверкал в его глазах. Но, взглянув вокруг, Хань Ли мог только горько улыбаться. Внезапно вокруг странной формации, которая была установлена над ямой с земляным огнем, появился неизвестный радужный барьер, и в это же время над Хань Ли появился точно такой же, заключивший его внутри себя. И если бы внутри было земляное пламя, Хань Ли бы тут же решил, что его решили использовать в качестве расходного материала. Хань Ли еще больше разволновался, поскольку не знал, сколько он там должен оставаться. Но внезапно произошло нечто неожиданное. Барьер вспыхнул ярким светом и стал пульсировать. Хань Ли невольно прищурился, но тут же восстановил свое безразличное выражение на лице. Прежде чем он догадался, что произошло, он почувствовал, что-то странное произошло с его телом. Ему стало так страшно, что боялся даже опустить голову. Пока вокруг него пульсировал радужный световой барьер, он увидел слабые лучи лазурного света, которые стали выходить из его тела. Хотя это происходило довольно медленно, его духовная сила, несомненно, поглощалась этим световым барьером. Хань Ли нахмурился. Казалось, что у 3 демонов не было планов заставлять его участвовать в изготовлении сокровища. Таким образом, его рассматривали только как огромный духовный камень. Но немного подумав, его выражение вернулось к норме, и он внутренне усмехнулся. Он не верил, что 3 демонов смогут удерживать его там постоянно. Он считал, что рано или поздно им понадобится его помощь. Глава 548. Соединение ветра и молнии. Хотя Хань Ли ожидал, что изготовление сокровища не займет всего несколько дней, он был очень шокирован, обнаружив, что 3 культиватора демонов сидели, скрестив ноги, в полной тишине в течение 5 целых месяцев, усовершенствуя причудливый материал своим ядерным пламенем. В течение этого периода они ни разу не остановились на то, чтобы восстановить свою магическую силу, а постоянно держали свои демонические ядра подвешенными в воздухе, непрерывно извлекая ядерное пламя. Их ранг демонических зверей 8 и 9 ранга полностью оправдывал себя. Их магическая сила была действительно глубокой. Поскольку Хань Ли все время усовершенствовал Ци, ему удалось сохранить свою магическую силу в полном виде. Небольшое количество магической силы, которую потреблял световой барьер, вряд ли можно считать значительным. Кости крыла внутри ядерного пламени с каждым днем становились все более прозрачными и яркими. От них то и дело раздавались звуки грома и молнии. Из-за этого радость в глазах Фэн Си стала более очевидной. Хань Ли догадывался, что близилось завершение грозовых крыльев. В течение нескольких месяцев Хань Ли был озадачен, обнаружив, что в его теле нет никакой злобной Ци. Однако, немного подумав над этим, он пришел к выводу, что это могло быть как-то связано с божественной дьявольской молнией в его теле. Божественная дьявольская молния обладал поразительной эффективностью против злых сил. Неужели злобная Ци уже была уничтожена божественной дьявольской лигой? Хань Ли пришел в восторг от этой мысли. Если бы злая Ци действительно появилась, он планировал использовать божественную дьявольскую молнию, чтобы избавиться от нее, или рискнуть проглотить нескольких золотых прожорливых жуков, чтобы насильно избавиться от нее. В результате ветряному зверю не удалось запугать Хань Ли, поскольку у Хань Ли были методы противодействия любой злой Ци. Старый демон определенно не ожидал, что Хань Ли может обладать таким удивительно ценным магическим сокровищем с его низким уровнем культивации.
Не беспокойся о том, что этот старый демон может навредить ему, Хань Ли еще решительнее настроился сопротивляться. Он тут же набросал у себя в голове несколько планов побега. Он был готов использовать наиболее оптимальный план в соответствии с ситуацией. Еще через месяц Фэн Си поднялся со своего места и начал действовать. Казалось, он почувствовал, что магическое сокровище скоро будет готово. Открыв глаза, он уставился на кости крыльев, которые были практически готовы. Глубоко вздохнув, он внезапно выстрелил в них дюжину заклинаний и внезапно погасил свое ядерное пламя, высвободив 3 демонических ядра демона и кости от 2 крыльев, которые были внутри. Демонические ядра были сравнительно тусклее, чем раньше. Казалось, постоянное напряжение демонических ядер на протяжении нескольких месяцев использования уже нанесен ущерб их первородной ци. Кости от крыльев, напротив, стали стройными и целыми, излучая молочно-белый, ослепляющий блеск. Без каких-либо колебаний Фэн Си щелкнул свое демоническое ядро, заставив его дико вращаться в воздухе, в результате чего то вернулось в его тело. 2 других демона переглянулись между собой и сделали то же самое. Не говоря ни слова, 3 демона начали расслабленно медитировать и отдыхать. Несколько дней спустя 3 культиватора демонов пополнили свою магическую силу и первородную ци. В этот момент Фэн Си посмотрел на Хань Ли. Он выстрелил заклинанием в радужный световой барьер, который удерживал Хань Ли внутри. Внезапно барьер охватило красным сиянием, заставляя его раствориться с несколькими вспышками света. На лице у Хань Ли было совершенно спокойное выражение. При виде этого лицо Фэн Си стало расслабленным, и он сказал: «Скоро мы объединим крылья в единое целое и добавим к ним молнию и ветер. Нам потребуется твоя магическая сила древесного элемента, чтобы удерживать равновесие сил. Приготовься, понял?» Не говоря больше ни слова, Хань Ли встал. Когда Фэн Си увидел спокойное выражение лица Хань Ли, он нахмурился, и в его глазах мелькнуло колебание. Он опустил голову и что-то пробормотал про себя, прежде чем внезапно щелкнул пальцем без предупреждения. Полоса белого сияния выстрелила прямо в сторону Хань Ли, на лице Хань Ли отразился ужас, однако он набрался смелости и не сдвинулся с места. Когда белое сияние вошло в его тело, у Хань Ли стало мрачное выражение лица. Хань Ли поджал губы и угрюмо спросил: «Старший Фэн, зачем это? Будь спокоен, духовная энергия ветра никак не навредит тебе и исчезнет через короткое время. Но в это время я буду использовать небольшое количество твоей магической силы. И мне будет неважно, жив ты или мертв. Так что лучше не делай глупостей», — зловеще сказал Фэн Си. Хань Ли проворчал, услышав это. Более половины его побега только что пришли в негодность. Фэн Си был очень рад увидеть рассерженное выражение на лице Хань Ли. Не обращая внимания на Хань Ли, он достал 3 бутылки из своей сумки для хранения. 2 из них он бросил другим демонам. Затем он торжественно объявил: «Младшие братья, будьте осторожны. Сочетание энергии ветра и молнии будет токсично воздействовать на вашу магическую силу. В этих бутылках по капле тысячелетнего духовного молока. Используйте его, когда ваша магическая сила истощится. Процесс слияния должен идти гладко. В противном случае грозовые крылья невозможно будет сделать». В глазах водяного дракона мелькнуло удивление, когда он услышали, что в бутылках содержится тысячелетнее духовное молоко. Вскоре он сказал: «Пожалуйста, не волнуйся, я приложу все свои усилия». Черепаходемон стукнул себе кулаком по груди и сказал: «Я тоже. Я лично хочу увидеть, какими способностями будут обладать эти грозовые крылья». У Фэн Си появилось довольное выражение на лице, когда он услышал их ответы. Затем он безмолвно потер руки между собой и извлек из них пучок белого света, который он в следующее мгновение направил в сторону светового барьера. Световой барьер резко дрогнул и издал низкий гул. Затем он начал мерцать, постоянно меняя цвета, пока наконец не загорелся ослепительным белым сиянием. Когда водяной дракон и черепаходемон увидели это, они тут же выстрелили в световой барьер своими синими и желтыми лучами света. На полпути к барьеру лучи света соединились между собой, превратившись в белый луч молниеносной духовной энергии, а затем поразили барьер. В одно мгновение световой барьер загрохотал и снова изменился. Изнутри барьера стали раздаваться раскаты грома, в то время как сам барьер пульсировал серебряным сиянием. При виде сверкающего барьера, Фэн Си тут же приказал Хань Ли ледяным тоном: «Господин Ли, добавь сюда 10-ю часть своей духовной силы». Хань Ли некоторое время колебался, и его выражение на его лице стало взволнованным. Фэн Си мог определенно заставить его сделать это с помощью духовной силы ветра в его теле. В итоге ему ничего не оставалось, кроме как поднять руку и выстрелить лучом лазурного света в барьер. Внезапно произошло нечто неожиданное.
Гул барьера прекратился, а сам он стал намного более стабильным и менее ярким. Фэн Си, казалось, немного расслабился и сказал: «Хорошо, продолжай поставлять духовную силу». Похоже, что его план объединить энергию ветра и молнии приносил плоды. Когда другие демоны увидели это, они тоже немного расслабились, они начали формировать множество различных сложных жестов заклинаний и направлять их в световой барьер. Спустя мгновение световой барьер начал высвобождать бешеную грозовую энергию и вспышки молнии. Энергия молнии и ветра обернулась вокруг костяных крыльев и начала сливаться с ними. Фэн Си снова приказал Хань Ли продолжить вливать свою духовную силу древесного элемента в световой барьер. В течение всей следующей недели огромные вспышки серебряной молнии и яростные порывы ветра бушевали внутри барьера. Трое демонов стали действовать напряженно, они непрерывно ударяли по световому барьеру своими заклинаниями. Особенно сильно разволновался Фэн Си. Хань Ли наблюдал за всем этим со стороны, продолжая вливать свою духовную энергию древесного элемента, следуя приказу. Хотя в его глазах мелькнула странная мысль, Хань Ли решился не совершать никаких необдуманных действий. Он почувствовал, что еще не время. Вскоре стало очевидно, что все три демона уже устали. Хотя их заклинания не прекращались, их магическая сила была определенно на грани истощения. Несмотря на то, что внутри светового барьера продолжал бушевать шторм с грозами, казалось, постепенно они стали объединяться. Ветер стал мерцать искрами молнии, а из молнии стал доноситься вой ветра. На лицах демонов появилась неприкрытая радость, когда они увидели это. На следующий день черепаходемон исчерпал всю свою магическую силу и принял каплю тысячелетнего духовного молока. В последующие дни его примеру последовали водяной драконы и Фэн Си. Когда Хань Ли увидел это, он схватил сумку в свои руки. В его глазах появились следы хитрости. Теперь, когда магическая сила трех демонов была исчерпана, а магическое сокровище еще не было завершено, настал момент действовать. Изначально Хань Ли считал этот план ненадежным, но в нынешних условиях это было единственным возможным решением. Глава 549. Интрига. Спустя 20 дней внутри барьера, наконец, стало спокойно. Буря внутри затихла, и стало можно разглядеть пару светло-серебристых крыльев. Отсутствующая плоть вокруг костей молниеносной птицы Рок была заменена драгоценными материалами, а перья были заменены молнией и ветром. Теперь пара ветровых и молниеносных крыльев приняла форму. Хотя крылья выглядели завершенными, сила ветра и сила молнии все еще не стабилизировались. Так что истощенному Фэн Си ничего не оставалось, кроме как заставить себя вливать еще большую магическую силу в барьер, опасаясь, что все может пойти прахом. Фэн Си чувствовал себя довольно мрачным, делая это. Сначала он считал, что 3 капель духовного молока, которые он специально приобрел для них, будет достаточно. Но он не ожидал, что их духовная сила будет истощена прямо на грани завершения крыльев. К счастью, в нынешних условиях он был готов рискнуть нанести ущерб его первородной ци, чтобы продержаться до конца. В противном случае магическое сокровище было бы разрушено и не было бы возможности восстановить его. Но в этот момент демонический зверь 9-го ранга внезапно почувствовал странное колебание ци внутри комнаты. Хотя оно было очень слабым и длилось очень короткий промежуток времени, оно было чрезвычайно чистым. Он прищурился и оглядел комнату, в конце концов его взгляд остановился на Хань Ли. Лицо Фэн Си стало угрюмым. Хань Ли был в шоке, но заставил себя улыбнуться. Тем не менее, Фэн Си продолжал холодно смотреть на него без эмоций. «Вытащи это», — приказал демонический культиватор. «Чего старший хочет?» Лицо Хань Ли становилось все более напряженным и наигранным, когда он тихонько вытащил руку из рукава. Холодный блеск мелькнул в глазах Фэн Си. Он безмолвно выстрелил ослепительным светом в Хань Ли. Хань Ли сначала был ошеломлен, а затем закричал. Он упал на пол и стал извиваться от боли, в то время, как лицо его посинело. «ГМ. Если ты не понимаешь слова, тогда поймешь это». На лице Фэн Си снова появился враждебный взгляд, когда он взглянул на маленькую бутылку, выпавшую из рукава Хань Ли. Он взмахнул рукой, и бутылка тут же подлетела к нему в руки. Фэн Си пристально взглянул на Хань Ли и сказал: «Разве вспышка энергии духа ветра так неприятна? В последнее время ты потратил немало духовной энергии, но ты смог так быстро восстановить ее. Кажется, в этой бутылке какое-то лекарственное средство, которое помогало тебе восстанавливать духовную энергию. Неужели ты собирался сбежать, используя восстановленную духовную энергию, после того, как демонический культиватор прекратил свою технику?» Хань Ли едва смог встать на ноги. Его лицо побледнело, казалось, его план был разрушен. Фэн Си взглянул на маленькую бутылочку. Интересно, что это?
Я никогда не слышал, что есть еще лекарственные средства, помимо тысячелетнего духовного молока, которые способны мгновенно восстанавливать духовную силу. Водяной дракон с любопытством сказал: «Я тоже никогда не слышал ни о чем подобном». Однако оно появилось в нужное время. В этот момент черепаходемон и водяной дракона поразили барьер заклинаниями и ускорили процесс слияния между молнией и ветром. Хотя казалось, что черепаходемон делала это немного лучше, чем водяной дракон, его магическая сила также сильно истощилась. Фэн Си открыл бутылку, трепеща в душе, уловив запах чистой духовной ци. Он взглянул на бутылку, а затем поднес ее к носу и понюхал. Черепаходемон тут же спросил, что это. Фэн Си посмотрел на Хань Ли и холодно сказал: «Говори». Хань Ли приподнял голову и еле произнес: «Это разбавленное тысячелетнее духовное молоко». Когда черепаходемон услышал его, он вздрогнул от удивления: «Что? У тебя тоже есть тысячелетнее духовное молоко?» Поскольку трое демонов не верили, что смогут продержаться до конца, они очень обрадовались. Она зеленая. Кажется, там есть что-то еще. И у этого ингредиента тяжелая деревянная духовная ци. Фэн Си подозрительно осмотрел маленькую бутылочку. Хань Ли горько улыбнулся и искренне ответил: «Я добавил туда несколько многолетних духовных лекарственных растений. Поскольку я использую технику культивации древесного элемента, естественно, так мне она принесет больше». Фэн Си нахмурился и хотел было спросить еще что-то, но тут раздался крик других демонических культиваторов: «Брат Фэн, скорее, передай нам духовное молоко. Если мы продолжим, мы можем повредить свою первородную ци, и уровень нашей культивации снизится. Мне нужно пополнить свою духовную ци». Черепаходемон опасался, что Фэн Си не согласится на это, и стал немного обеспокоенным. Фэн Си нерешительно ответил: «Конечно, я знаю это, но это молоко». Немного помолчав, водяной дракон сказал: «Брат Фэн, я ощущаю отсюда его чистую духовную ци. Без сомнения, это тысячелетнее духовное молоко. Даже если духовное молоко с чем-то смешали, какой вред оно нам нанесет? Более того, я ядовитый водяной дракон, пожиратель всех ядов. Даже если бутылка отравлена, она никак на меня не повлияет». Оказалось, что они оба не хотели растрачивать свою первородную ци. Хех. Я почти забыл о врожденной способности братов. Тогда нам надо разделить это духовное молоко на 3 части. Тогда мы не повредим нашей первородной ци. После того, как завершим создание крыльев, Фэн Си молча улыбнулся, затем вытянул шею и отхлебнул немного духовного молока, а затем с усмешкой бросил бутылку в водяному дракону. Будучи демоническим зверем 9-го ранга, он не боялся какого-либо яда, и поскольку духовный ци был настоящим, ничто не могло навредить ему. Водяной дракон поймал маленькую бутылочку и выпил половину того, что осталось в бутылке, а затем кинул ее черепаходемону. Черепаходемон быстро проглотил оставшееся духовное молоко, а бутылку отбросил в сторону. Вскоре после этого все трое почувствовали, как часть их магической силы восстановилась, и они облегченно вздохнули. Фэн Си больше не интересовался своими первоначальными подозрениями. В этот момент холодный блеск мелькнул в глазах водяного дракона, и он тут же послал голосовую передачу Фэн Си: «Когда мы закончим, этот человеческий культиватор станет нам больше не нужен. Позволь мне прикончить его. Мне неприятно само его существование». Сказав это, водяной дракон холодно взглянул на Хань Ли. Фэн Си бессознательно перевел свой взгляд на Хань Ли и равнодушно сказал: «С этим придется подождать. Хотя в ближайшие дни нам не понадобится сила его древесного элемента, лучше быть осторожным. Лучше убить его после того, как мы завершим крылья. Ладно, пусть наслаждается последними днями жизни». Недовольно проговорил водяной дракон. Хань Ли только видел, как их губы двигались, поэтому он не понимал, что они говорили. Однако его тело вздрогнуло, когда их враждебные взгляды упали на него. Он тут же догадался, о чем они говорили. Немного подумав, его лицо стало мрачным. Он безмолвно сел на пол, скрестив ноги, и закрыл глаза, словно смирившись с неминуемой смертью. 3 демона остановились при виде этого, но больше не обращали на него внимания и полностью сосредоточились на духовных крыльях. По правде говоря, сердце Хань Ли в этот момент сильно билось. Он медленно трансформировал тонкие частицы золотой молнии в своих облачных бамбуковых мечах, контролируя их, чтобы они не взорвались. Затем слои божественной дьявольской молнии стали плотно обматываться вокруг шара духовной энергии ветра, которую Фэн Си поместил в него. Духовная энергия ветра не была чем-то, что Хань Ли мог усовершенствовать со своим нынешним уровнем культивации, и не была тем, что божественная дьявольская молния могла растворить. Однако, она могла удерживать ее какое-то время. В этот момент черепаходемон восстановил часть своей духовной силы и продолжил вливать духовную силу в световой барьер. Внезапно он бросил взгляд на водяного дракона и вдруг подумал о чем-то.
Он хотел было что-то сказать, но его лицо исказилось. Внезапно он перестал посылать духовную силу в светлый барьер и упало на землю. Его рот был широко раскрыт, но он не издал ни малейшего звука. Внезапно произошло нечто поразительное. Живот черепаходемона внезапно расширился. В следующий момент его голова и конечности также стали раздуваться с невероятной скоростью, как будто из его тела пытались высвободиться злые духи. Когда водяной дракон и Фэн Си увидели это, их лица тут же изменились. Они оба подумали о разбавленном молоке из маленькой бутылки ханьли. Глава 550. Беспомощность в условиях кризиса. Ядовитый водяной дракон заревел, а все его тело покраснело от гнева. Он хотел было тут же атаковать Ханьли, в этот самый момент его лицо исказилось, и он рухнул на пол. Он беспомощно уставился на свое опухающее тело и ничего не мог поделать. «Ну все, ты сам напросился!» Яростно закричал Фэн Си. Из его лица мелькнула вспышка белого света, его тело исчезло из виду. Через мгновение он появился за Ханьли и яростно атаковал его черным когтем. Все это произошло за доли секунды, но Ханьли был готов к этому, так что оказался на шаг впереди. Ему не оставалось ничего, кроме как сделать все возможное, чтобы уклониться. Клац, Ханьли отбросило за 30 метров, он еле смог подняться на ноги. Один удар когтя демонического зверя 9-го ранга мог мгновенно убить Ханьли. Демонический культиватор кинул ледяной взгляд, когда он уставился на то, где он ударил Ханьли. Слезы на его одежде на самом деле были белыми чешуйками. Большинство из них были разбиты от удара, раскрывая мерцающую черную ткань под ней. Внутренняя броня. Фэн Си сначала сильно удивился, но тут же рассмеялся, а затем безмолвно превратился в ветер снова и исчез бесследно. Внутренняя броня была прекрасным сокровищем, раз она смогла противостоять одному из его ударов. Однако броня не сможет спасти его жизнь во второй раз. Ханьли также понимал, что в тот раз ему просто повезло. Он был уверен, что этот удар должен был убить его. Королевская чешуйчатая пластина Мэна Хуцзы была поистине необыкновенным сокровищем, раз смогла выдержать удар демонического зверя 9-го ранга. Благодаря тому времени, что он смог выиграть благодаря доспехам, Ханьли твердо восстановил свои позиции. Золотая молния бушевала по всему телу, сверкая ярким лазурным светом, который постепенно стал принимать форму лазурного меча. Он взмахнул рукой и извлек 24 лазурных меча из своего тела, мгновенно создав барьер вокруг себя. Не успел Ханьли сделать это, как Фэн Си снова появился перед Ханьли и атаковал его. Со зловещим взглядом на лице он открыл рот и выплюнул ослепительный белый свет. Выражение лица Ханьли резко изменилось, он внутренне выругался от своей беспомощности. Он бы не смог выжить, если старый демон собирался использовать свое демоническое ядро в прямой атаке. Когда Ханьли подумал об этом, его сердце дрогнуло. Внезапно Фэн Си закрыл рот, и его тело качнулось. С исказившимся выражением на лице он упал. Ханьли был в шоке, заметив, что демонический культиватор начал дрожать. Более того, живот этого демонического культиватора тоже стал раздуваться. Хотя у этого старого демона было гораздо более глубокий уровень культивации, чем у двух других, последствия зеленой жидкости в конечном итоге повлияли и на него. Ханьли обрадовался и тут же напал на него без малейшего колебания. 24 облачных бамбуковых меча в мгновение оказались у Фэн Си и стали атаковать его со всех сторон. Спустя лишь мгновение улыбка Ханьли исчезла с его лица. Несмотря на то, что этот ветреный зверь лежал на земле, сжимая свой живот от боли, ему удалось окутать свое тело слоем слабого белого света. Летающие мечи не смогли пробиться через него. Кроме того, демонический культиватор демонов все еще смог поднять голову и яростно взглянуть на Ханьли. Хотя он не мог говорить, его глаза были полны злобы. От одного взгляда этого демона сердце Ханьли ушло в пятки. Задумавшись на короткое мгновение, Ханьли понял, что какое-то магическое сокровище защищало Фэн Си. В противном случае он определенно смог бы убить Ханьли, учитывая его огромную ненависть к Ханьли и уровень его магической силы. Успокоившись, Ханьли быстро сформировал жест заклинания руками. Летающие мечи слились воедино, образуя два шара ослепляющих лазурных огней. Два шара света мгновенно трансформировались в два лазурных меча длиной около 10 метров. Они светились невероятно холодным светом. С странным выражением, мелькнувшим в глазах, Ханьли молча открыл рот и окутал облаком лазурного ци каждый из мечей, в результате чего они стали сверкать разноцветным блеском. В следующее мгновение мечи загудели и метнулись к ветряному зверю. Огромные мечи яростно атаковали белый свет. Лазурный и белый свет переплелись, в результате чего мечам удалось проникнуть сквозь белый свет на несколько дюймов, а затем их снова оттолкнуло.
Хань Ли безучастно взглянул на это, на лице Фэн Си появилась усмешка. Хань Ли невольно вздрогнул, глядя на его выражение лица. Хотя Фэн Си был калекой, у Хань Ли было возможности нанести ему вред. Помимо пульсации, в опухшей брюшной полости Фэн Си не было никаких изменений в его теле или голове. Казалось, этому демоническому культиватору удалось подавить последствия зеленой жидкости. Выражение лица Хань Ли изменилось, как будто он что-то вспомнил. Он поспешно перевел свой взгляд на других демонов и почувствовал, как его сердце задрожало. У водяного дракона и черепаходемона все еще были раздутые тела. Однако их головы и конечности начали уменьшаться. Оказалось, что их тело высвобождают духовную ци без ограничений. Было ясно, что они подавляют зеленую жидкость, но гораздо медленнее, чем ветряной зверь, из-за их более низкого уровня культивации. Хань Ли мгновенно направил на них два своих огромных меча и атаковал их. Раз они не могли разделаться с ветреным зверем, было лучше сначала разобраться с двумя другими демонами. Затем Хань Ли задумался ненадолго и тут же хлопнул по своей духовной сумке на талии. В мгновение комната наполнилась бесчисленным количеством золотых прожорливых жуков. Хань Ли слегка свистнул, и жуки тут же полетели к Фэн Си. В глазах Фэн Си тут же мелькнуло удивление, когда он увидел жуков. В следующий момент жуки окутали его белый свет и начали грызть его. В этот момент два огромных меча набросились на черепаходемона и водяного дракона. Хотя их глаза расширились от ужаса, они совершенно не могли пошевелиться. Им ничего не оставалось, как наблюдать за тем, как лазурные мечи вот-вот проткнут их тело. Внезапно раздался оглушительный звон, но им также не было нанесено никакого ущерба. Хань Ли был ошеломлен этим, как это может быть? У ветреного зверя есть сокровище, которое защищает его тело, но эти демоны смогли отразить мечи только своими телами, не получив даже малейшего урона. Разве тела демонических зверей 8-го ранга могут быть такими прочными? Конечно, Хань Ли не собирался сдаваться на этом. Он направил два меча снова и пустил по ним разряды молнии. Однако, результат был прежним, но лица демонических зверей стали еще более агрессивными. Разумеется, они думали, что как только вернут контроль над своими телами, то сразу же уничтожат Хань Ли. Хань Ли почувствовал легкую боль от этой мысли, а затем повернул голову, чтобы проверить успех его золотых прожорливых жуков. Взглянув на них, он увидел жуков, которые парили над демоническим культиватором. Хотя белый свет немного потускнел, демонический зверь был все еще в безопасности под этим барьером. Хань Ли было очень трудно справиться с ним. Даже после выпустив одновременного несколько десятков тысяч золотых прожорливых жуков, им удалось немного ослабить его. Сила защитного сокровища Фэн Си была поистине невообразимой. Пока Хань Ли размышлял, стоит ли ему продолжать атаковать Фэн Ми с помощью жуков, Фэн Си снова обрел способность говорить. Со злобным выражением на лице демон проговорил: «Человек, ты что, правда думаешь, что какой-то культиватор стадии формирования ядра сможет каким-то образом справиться с демонами стадии метаморфозы? Скоро ты сам будешь молить о смерти». Хотя его тон был спокоен, его слова звучали жестко и угрожающе. Когда Хань Ли услышал эти слова, ему тут же пришло на ум: ну раз так, без дальнейших колебаний он направил своих жуков к двум другим демонам. Затем оба огромных меча метнулись к радужному световому барьеру. Фэн Си увидел действия Хань Ли и запаниковал. Он поспешно закричал на него с испуганным выражением: «Стой! Ты хоть знаешь, какую глупость ты совершаешь? Ты хочешь, чтобы тебя преследовали все водяные драконы в этих морях? И грозовые крылья еще не завершены. Если ты их извлечешь, все будет напрасно. Кроме того, эти духовные крылья можно контролировать только с использованием духовной силы ветра и молнии. Какая тебе польза от них?» Хань Ли ухмыльнулся и, очевидно, не собирался останавливаться. Рой насекомых мгновенно обрушился на двух демонов, и два огромных лазурных меча атаковали радужный барьер. В конце концов, барьер был создан для усовершенствования магического сокровища и обладал никаких оборонительными свойствами. Зеленые глаза Фэн Си покраснели от злости, глядя на это, но странный недуг, который воздействовал на его тело, не позволял ему сделать что-либо. В следующий момент ядовитый водяной дракон завизжал. Вспышка красного света окутала жуков. Как только они соприкасались с ним, жуки тут же превращались в капли черной жидкости и высвобождали желтый дым. Алый туман был невероятно токсичен.